Парень попал в хентай-игру и стал главным злодеем. Краткий пересказ манхвы. Наша захватывающая история начинается с рассуждений господина поместья Пэта. Смотря на то, как работает горничная, парень думает, что эта работа безумно сложная. Ведь нужно работать с утра до самой ночи, а потом по какой-то причине стал размышлять, что она собирается украсть его деньги. И эту прекрасную служанку звали Айора. Господин поместья окликнул ее, и она с радостью повернулась к нему, широко улыбаясь, говоря: «Слушаю вас, господин». Он сказал горничной, что беспокоится за нее, ведь видит, как она тяжело работает каждый день, но девушка и дыньки, которые у нее сейчас и так вывалится наружу, отвечает, что она в полном порядке, гордо мотая головой. А после объясняет, что нынче очень сложно найти работу, и именно поэтому она будет работать усерднее, чтобы во всем угодить. Однако даже это не помогло, ведь господин продолжает думать, что та врет и хочет украсть его деньги, и тем более слишком много слов вылетает из ее рта. Так что это по-любому ложь. Как вдруг девочка заявляет, что хорошо разбирается в бухгалтерии, и просит дать ей возможность помочь с этим делом. Нам показывают краткую характеристику Айры, а точнее информацию о том, что она мошенница, да еще и актер, которая в данный момент лишь играет роль служанки. Господин разочаровался и понял, что дело не в тяжести работы, а в том, что эта сука изначально планировала предать его. И раз так, он посчитал, что ему придется с ней сделать очень кое-что жесткое. С ней спустя мгновение нам рассказывают краткую предысторию. Есть пошлая игра под названием «Легенда о героине», где нужно становиться героем и заниматься кексом. В ней наш главный протагонист одним чудесным утром проснулся в облике Люцидиуса, глуповатого и наивного персонажа. Сначала братишка не поверил в происходящее и думал, что это сон. Но как только он подошел к зеркалу, стал себя внимательно рассматриваться, а также лапать везде, где только можно, осознал, что это все по-настоящему. Ему было непонятно, почему именно этот придурок, почему нельзя было вселиться в кого-то нормального. Итак, нашему парню было известно, что случится с Люциусом в ближайшее время. Его обманет горничная, украв деньги, а также он потеряет любимую подругу, с которой будет делать всякое. А еще крестьянин, арендатор его поместья присвоит налоги. Размышления парня резко оборвались после того, как перед его лицом появилось окно статуса, в котором была приписана краткая информация о нем. Самая весомая причина, почему этот Люциус раздражал протагониста, так это потому, что даже имея высокое положение и большую силу, каждый божий день он остается обманутым. Братишка вначале, после того, как попал в тело идиота, был растерян. Но сейчас уже в порядке, ведь если теперь он будет действовать по-нормальному, то все будет отлично. Сперва необходимо разобраться с этой девчонкой. Затем мальчишка приказал ей призвать Робина. Только рыцарь явился, Люциус сразу же спросил, как обстоят дела расследования по поводу Айры. И тут начал рассказывать, герой стал отмечать интересный факт, что дама постоянно просит бухгалтерскую работу, а также встречается с патрульным по имени Карл, у которого много игровых долгов. После чего рыцарь предполагает, что у них романтические отношения. Люциус понимает, что не может просто сидеть и ждать до тех пор, пока эта сука начнет проворачивать мошенничество. И придумывает план, как быстро и легко проверить горничную, а Робин начинает его исполнение. Спустя какое-то время он позвал девушку на склад под предлогом, что ему необходима небольшая помощь. Стражник демонстративно на ее глазах стал открывать замок с паролем, который очень легко взломать, и они оказались внутри. И мужчина сказал Айре поднять одну сторону стола и посоветовал ей быть очень осторожной, чтобы не оставить никаких царапин. Как и ожидалось, горничная, увидев дорогие изделия, сразу же захотела их стырить. Она поняла, что ей теперь и бухгалтерия, скорее всего, не понадобится. Уже ночью дамочка и ночной дежурный отправились на склад. Парень сильно волнуется и говорит, что если их поймают, то они трупы. Быть может, те вещи — это память о покойном отце хозяина поместья, на что девушка лишь возмущенно ставит ультимат: либо он помогает, либо она сама все украдет. Ночной дежурный, конечно же, продолжил проворачивать аферу, горничная дает ему свечку и принимает скрывать замок. Делая это, она подмечает про себя, что этот челик пиздец какой глупый. После кражи ей лучше перестать с ним вести дела. Как только они видят сокровища, то называют Люциуса придурком. Но вот сюрприз, за их спиной появляется булава, которую кто-то тащит по полу. В следующее мгновение мы видим нашего главного героя, который одним ударом отправляет воришку на тот свет. От силы атаки он отлетает, кажется, на несколько метров. Айра, видя, как рука ее подельника предсмертно дергается, она пускает слезу. Она пытается остановить господина, крича: «Стойте, стойте, подождите, пожалуйста». Девица начинает сваливать все на парня, мол, он ей угрожал. Однако главный герой отвечает: «Не неси чушь, тварь». И следом ударом с ноги вырубает ее. Далее нам показывают горничную в постели, что сладко спит, не представляя, что ее ждет
после пробуждения. Наконец она просыпается. И тут же мы видим панику в этих милых глазках. Господин спокойным голосом говорит: ну вот, ты и пришла в себя. Девушка отползла назад и молит о пощаде. Продолжение 18+ будет на бусте. Тот отвечает, что он доверял ей, а она решила украсть вещи его покойного отца. Люциус схватил ее за плечо, выдох, он подметил, что по закону ему, конечно, следует назначить казнь. Однако в этот раз будет исключение. Со взглядом милого щеночка Айра спросила, не значит ли, что ее не накажут и простят. И как же она ошиблась. Братишка проговорил, что это будет просто жестко, будет делать всякое с ней, столько раз, сколько его душе угодно. Хотя парень же был священнослужителем, и им запрещено подобное. Тот объяснил, что это очень щедрое наказание, которое он назначает не как священник, а в качестве хозяина поместья. Дальше будет всякое 18+, продолжение на бусте. После того, как все заканчивается, она, отворачиваясь, спрашивает, конец ли это. Люциус показывает пальцем всякое, отвечая, что это только начало наказания. Прислуга называет господина сраным ублюдком, после чего закатывает глаза и падает без сознания на постели. Обидно за это милое тельце, ведь в будущем ей еще предстоит очень многое пережить. Как только герой увидел это, сказал, что ему жаль, и взял аферистку за руку, принимая решение запереть ее где-нибудь до будущих наказаний. На следующий день, после того, как Люциус отжарил Айрус, а конкретнее просил благословения на его поместье, хотя бы ради крестьян, которые работают до 7-го пота, и закричал, что хотел бы повышения стоимости земли до небес. После мы видим окно статуса земельных угодий, которые стали плодороднее из-за молитвы протагониста. Все точно так же, как и в самой игре, и он был этому несказанно рад. Однако братишка задумался, несмотря на то, что земля стала богаче и воровство Айры было предотвращено, он до сих пор оставался на грани банкротства. И помимо этого имеется одна нерешенная проблема. Люциус из игры «Легенда о героине» получал лишь 50% налога от деревенщин и, обогащая землю посредством благословения, желал обманщикам лишь благ, спокойства, принимая в ответ гроши, ведь несмотря на благословение и плодородие крестьян, продолжали оплачивать налог в разы меньше, чем нужно. Говоря, что год был неурожайным, рабочие относились к хозяину поместья как к дураку, а сами лишь занимались грабежом зерна крестьян и членов их семей. Не волновал тот факт, что господин находится на грани банкротства. Также игрок, попавший в тело Люциуса и обладающим здравым умом, старался исправить эту ошибку. Он достал бухгалтерские книги и обнаружил в них множество ошибок. Размышляя об этом, братишка подошел к окну и обнаружил, что крестьяне везли к его двору повозку с продуктами. Неужели они решили заплатить налоги? Он захотел выйти к ним навстречу, взяв с собой булаву, которая играла роль не только оружия, но и священного жезла и показывала его статус. Выйдя вместе с Робином, он подошел к лысому крестьянину с золотой цепью на шее. Именно он первым начал обманывать господина, а за ним следом потянулись и остальные крестьяне. Мальчишка мило улыбался, параллельно рассматривая этого ублюдка. У него было жирное пузо, а также 3 рабов. Да, он настоящий преступник, уклоняющийся от уплаты налогов. На панели характеристик юноша увидел, что жертвеса звали Гилдер. Он наживался на мошенничестве и неуплате налогов. Жирный соврал Люциусу, что этот год снова был неурожайным. Но в следующем году он будет стараться куда больше. Жирный привык, что главный ГГ обычно в ответ лишь желал ему благ. Однако парень вдруг сказал, что хотел бы взглянуть на его земли, которые одолжил Гилдеру. Приказал готовить лошадь, крестьянин замешкался и спросил господина, для чего это все было нужно. Люциус вытащил из-за спины булаву и пригрозил этому жирному уебку. Ты, блядь, тупой? Я сказал прямо сейчас, тебе не должно ебать. Зачем это? На этом все. Если тайтл понравился и хотите продолжение, то пишите комментарии, ставьте лайки. Также жду подписку на свой ТГ и канал, а я пошел под фон.